Всем привет-привет! Всем прекрасной пятницы! Так, сегодня мы с вами посмотрим небольшой расклад на тему, что влияет на вас сегодня. Будем смотреть по позициям. Камешки вы видите перед собой. Напоминаю, что моя новая услуга «Разговор со смыслом» стала теперь на постоянной основе. Для тех, кто хочет понять, что это такое, по ссылке мои услуги под этим роликом сможете перейти и прочитать, что это. В принципе, это общение любого формата со мной в течение 30 минут. Если вы ощущаете, что ваш запрос он может забрать больше времени, чем 30 минут, вы можете оплатить 2 встречи, и, то есть это будет уже не 30 минут, а час. То есть такой вариант тоже есть, и с таким тоже я столкнулась. Вот, а так, в принципе, услуга востребованная. Все, кто уже со мной общался, остались довольны. Для кого-то я делала расклад, с кем-то просто общались, кто-то чем-то делился, кому-то нужна была мотивация, поддержка, для кого-то нужна была больше психологическая такая информация, для кого-то нужна была и магическая, в контексте направления. То есть абсолютно в разных ролях я проигрывала. Мне лично эта услуга понравилась, общение с вами, но посмотрим на перспективу, как это все будет. Итак, и в разделе сообщества как раз-таки вышел анонс на тему блиц-консультации, на тему ближайшие выходных. Все время, когда говорю про блиц-консультации, путается язык, не знаю почему. Так, ладно, камешки вы видите, думаю, перед собой, позиции тоже определены, и мы с вами давайте сразу приступим. Итак, первый вопрос, не первый вопрос, а позиция номер 1. Голубенький камешек, что влияет на вас сегодня? Что влияет на вас сегодня? Для кого-то это может быть семья, очень сильно влияет, а для кого-то это может быть финансовая составляющая. И для кого-то здесь может быть такой момент, когда вы достигли какого-то своего потолка, неважно, чего это касается, и не совсем понимаете, как выйти на новый уровень, то есть как используете знания и опыт, которые у вас уже есть, как их можно перевести на другой уровень. То есть ощущение того, что хочу вложиться во что-то, что-то масштабное. То есть на том уровне, на котором я находилась сейчас, я уже этот этап прошел, и надо как-то двигаться дальше. Есть это ощущение, но не понимание. То есть как будто бы переход не происходит, но в той сфере, либо в том вопросе, который вас интересует, вы достигли своего предела. Здесь такие моменты будут. Давайте их по отдельности рассмотрим, каким образом на вас влияет семья. Король Пентаклей. Здесь вопросы, связанные непосредственно с безопасностью, я бы так сказала. То ли вы должны обеспечивать им какую-то безопасность, то ли здесь вопросы финансов тоже встают. Но в контексте именно обеспечения, то есть, возможно, не хватает денег, либо больше денег уходит, большая часть денег уходит именно на семью, на безопасность, на комфорт, на удобство. То есть здесь деньги, и эти деньги, они каким-то образом связаны с семьей. Два аркана вышло. Здесь получается так, что вы как будто бы решаете какие-то вопросы, связанные именно с семьей. Может быть, вы самостоятельно воспитываете детей. Такой вопрос тоже может быть, и не хватает, возможно, денег, и есть какая-то усталость. Но вообще здесь ощущение того, что даже если... Здесь, в принципе, один принцип, чего бы это ни касалось, семьи, денег, какого-то дальнейшего развития, ощущение того, что вы достигли какого-то потолка, какого-то определенного уровня. Надо масштабироваться, надо как-то развиваться дальше, двигаться дальше. То есть что-то здесь должно быть движение. Но пока этого движения нету. Почему нету дальнейшего движения?
Почему нету дальнейшего движения? Здесь, знаете, такое ощущение, что вам не хватает как будто бы энергии, какого-то запала. То есть, возможно, вы, с одной стороны, еще не совсем понимаете, куда вам дальше двигаться. То есть даже если, допустим, у вас есть какой-то опыт, да, это касается, к примеру, профессиональной сферы, опыт есть, но в чем-то вы являетесь уже мастером, да, но понимаете, что нужно как-то повышать квалификацию, что ли, либо там перенаправлять, ну, то есть переобучаться на что-то другое. И вам не совсем понятно, для чего это, да, что с этим делать. То есть вы вроде бы хотите и готовы идти дальше, да, к чему-то новому, но очень быстро перегораете. То есть вам не хватает вашу топку энергии для того, чтобы вы двигались дальше. То есть здесь могут быть неуверенность. Но она связана с недостатком информации и отсутствием глубины вопроса. То есть вы не совсем понимаете суть вопроса, чтобы как-то начать двигаться. То есть пока нету понимания и движения здесь в принципе нету. Так, и каким образом это все влияет на вас? Ну, это влияет на то, что вы ощущаете на данном этапе нестабильность. Нестабильность и невозможность из-за этого сделать какой-то выбор. То есть вы понимаете, что выбор все равно делать придется, неважно, какой сферы это касается. Допустим, если касается профессиональной, ясное дело, что вместе с ней привязаны и деньги. То есть хочу больше денег, значит, должна откуда-то найти источник, либо тот, который есть, увеличить, либо дополнительный какой-то источник. Но здесь вы как будто бы не можете совершить выбор, не можете определиться. Но определиться не можете, потому что я уже сказала, не хватает вам недостатка информации. Недостаток информации и в большей степени вам не хватает мотивации, желания. Но опять же таки я не очень-то верю в мотивацию, а скорее всего вот больше... Знаете, про осознанность, да, то есть когда человек понимает ценность и значимость, тогда его не нужно мотивировать, он сам берет и делает. То есть мотивация нужна, скорее всего, людям, которые не совсем, ну, либо не полностью осознанны, либо частично осознанны, да, потому что человек осознанный, который понимает, что то, что я делаю это для себя, ему не нужно самому себя как-то мотивировать, пинать, вдохновлять и так далее, да, он просто будет брать и делать. Вот. Но я бы сказала так, что у вас здесь желания нету. Желания. То есть, вы знаете, желание на какие-то перемены очень маленький процент. Почему? Потому что, вы знаете, здесь как-то, не знаю, ощущение, что вы двигаться сейчас не хотите. Ну, то есть нету... Вот желание какой-то движухи, что ли. Может быть, жарко и нету желания движения, не знаю. Ну вот как будто бы развиваться пока вы не готовы. То есть где-то головой понимаете, что нужно что-то менять, но готовности именно к этим переменам нет. И поэтому желание как таковое перейти на другой уровень, оно присутствует, но где-то там на затворках вашего сознания. Ну, то есть вы сейчас даже и не будете, вы даже закрываетесь, да. Вы понимаете, что перед вами открыты горизонты, да, то есть бери и делай, но вы не будете делать. Сейчас не то время, да. Будете придумывать себе какие-то отговорки о том, что, ну, должно прийти вдохновение, либо какая-то идея, либо какая-то подсказка о том, что, допустим, я сама, либо сам не смогу, мне нужна... какая-то помощь. Ну, в общем, здесь идет дальше информация о том, что вы как-то придумываете для себя какие-то объяснения, почему вы не будете сейчас действовать. Но, да, действовать вы не хотите. То есть перемен сейчас никаких вы не хотите, хотя потребность такая есть. Но это показатель того, что вы еще не достигли той критической массы, да, которая будет основополагающей для дальнейшего шага, для перемены. То есть вот должна собраться вот внутри вас вот эта вот критическая масса, да, энергия, то есть дойти, как мы говорим, до пикового состояния, чтобы потом, ну, то есть не совершить какое-то действие уже будет невозможно.
Но вы еще до такого не дошли, то есть как будто бы еще вот, еще потерпится, да, еще можно подождать, еще есть время. То есть здесь идет остановка. Вот это вот все влияет на вас сегодня. Так, короткие расклады тоже нужны, чтобы немножко передохнуть от психологических, трудных каких-то глубинных раскладов. Так, позиция номер 2, красный камешек, двоечки. Что влияет на вас сегодня? Не знаю, хочется сказать плохое настроение, да, тройка мечей. Плохое настроение. Как будто бы, так интересно, и карта перевернулась. Как будто бы вы не можете прийти к состоянию, вот, знаете, удовлетворения, когда вас, радует и внешний мир, и внутреннее состояние. То есть вы не чувствуете себя сейчас в ресурсе. Как будто здесь как грустненько как-то, не знаю, как человек, который плачет, да, человек под дождем. Но на душе как-то тоскливо. Какое-то вот ваше ощущение того, что вы не достигли того, чего хотели. И это не вопрос ожидания, а здесь скорее вопрос того, что как-то вот я рассчитывала, что результат моих действий, он увенчается успехом. А здесь этого не случилось. И вот бывает тогда, например, там, я не знаю, ждешь какого-то человека, да, договорились куда-то пойти, там, в кино, либо на прогулку, и в последний, вот в его ожидании, в последний момент вдруг человек звонит и говорит, форс-мажор, не получится, переносим. И вы понимаете, что, форс-мажор, да, как я могу что-то сделать с этим? Нет. Повлиять как-то могу? Нет. Но очень хотелось, там, не знаю, куда-то пойти, либо что-то посмотреть, то есть вы ожидали этой встречи. И получается так, что время освободилось, а ситуация не случилась. И вот вы сидите и грустите, да, на этот счет. Типа, а я уже и не хочу. И вам человек как будто бы говорит, да мы пойдем просто, вот, допустим, пойдем завтра, либо какой-то другой день, либо другое время. А вы отвечаете, что нет, я уже не хочу. То есть я уже перегорела, да, я уже, как говорится, переболела. И вот тогда, когда я хотела, для меня это было важно, а сейчас уже не важно. И вот здесь какой-то такой настрой, что, не случилось так, как вы ожидали. Причем вы как-то долгое время здесь этого ждали. Может быть, это что-то связанное с работой. Вы как будто были уверены здесь, что это случится, потому что ощущение того, что вам как интуиция подсказывала о том, что нужно двигаться в этом направлении, либо делать вот то, что вы сделали, но здесь этого не случилось, и вы как будто, в диалоге сами с собой, здесь как укорение, что ли, идет, осуждение себя, даже не себя, а интуицию. Вот типа я поверила, а ты неправильно сказала, да, ты не то подсказала, что что-то пошло не так. Но у меня такое ощущение, что вот это к лучшему. То есть даже не случилось, что это к лучшему. Так, что еще влияет на вас? Здесь могут быть отношения, да, которые влияют, либо очень близкий человек для вас, значимый, двойка кубков, любовь на вас влияет, это вот как состояние, но мне кажется, это состояние, оно связано с каким-то человеком, и это не обязательно, чтобы это была такая любовная, да, связь, это очень близкий вам по духу человек. То есть это может быть ваш друг, подруга, да, человек, который вас дополняет. То есть не только эротического порядка, да. Здесь какой-то союз. Этот человек, вы прислушиваетесь к его мнению, он очень сильно на вас влияет. А каким образом? Он прочищает вам мозги, то есть такой, видимо, либо человек умный, либо более структурный, да, человек, который смотрит наперед, хороший стратег. Угу. Может быть, он вам здесь что-то рекомендует по поводу финансов, с одной стороны, а с другой стороны, он как будто бы вам рассказывает о том, как вам поднять сейчас на данном этапе вашу самооценку. То есть, чтобы вы не унывали, как вот поддержка какая-то.
Но здесь поддержка не эмоциональная, а какая-то логическая такая, рассудком. Да, королева мечей, король и королева мечей. Возможно, это даже и пара. Но люди взрослее вас. Вот. Такой вариант тоже может быть. Либо это люди как-то, ну, из прошлого, что ли. В общем, они помогают вам именно своими диалогами, своими разговорами. Здесь не финансово помогают. А здесь беседа, вот прям какая-то такая серьезная очень беседа. И что конкретно они вам тут говорят? Но здесь указание идет на вашу ценность, ценность себя, либо, мне кажется, что здесь что-то связано с работой, но работа здесь, если это наемная, то здесь небольшие деньги, а если это на себя, то это вот какая-то маленькая организация. То есть даже если, допустим, у вас есть служащие, да, в вашем бизнесе, ну их немного, там 3-5 человек. Такое ощущение, что, вы знаете, какой-то семейный бизнес, ну то есть закрытого какого-то формата. Либо о том, как этот бизнес вести, что можно сделать, чтобы он не развалился. Либо здесь разговоры идут о том, что пришло время как-то больше заботиться о себе. Такое ощущение, что это вот как-то по работе могут быть люди какие-то. Они могут быть как пара, и могут быть и независимые, эти мужчина и женщина, но они вас поддерживают, да, чтобы вы не унывали, то есть находят какие-то правильные слова, чтобы поднять ваш дух. Да. Они вам указывают на какую-то вашу уникальность, что ли, на какие-то ваши способности, на ваши сильные стороны. Они как будто бы вам в этом помогают. Так, и, ну, каким образом, давайте посмотрим, ладно, отдельно, каким образом они на вас влияют. Хотя я рассказала, да, своими диалогами. Ну, поддерживают, да, чтобы вот вы не огорчались, не расстраивались, выводят вас из состояния болота. Ну, то есть здесь как поддержка идет. Здесь все ясно. Так, это была вторая позиция. Вторая позиция. И мы переходим с вами к позиции номер 3 и зелененькому камешку. И смотрим троечки вас, что влияет на вас сегодня, именно сегодня. Аркан звезды, да, какие-то мечты, ваши фантазии, представления. Какие-то цели. Здесь ощущение того, что есть некое такое вдохновение, что ли, на дальнейшие движения. То есть если раньше вы как-то сидели в раздумьях, да, в понимании того, что надо мне это делать или нет, здесь касается какой-то, не знаю, глобальной цели, что-то здесь такое большое, и при этом, ну вот как цель, она далекая. Она как на перспективу, что ли, она не то, чтобы она реализовалась сейчас, не потому, что у вас не получается, а потому что, ну, она как-то вот на подальше. Возможно, вы здесь размышляли по поводу этой цели, да, то есть как ее можно реализовать. Здесь еще присутствует какая-то доля идеализации вот этого вашего желания, и это не есть хорошо, вот это нужно убирать. То есть лучше пускай все будет как-то практично, логично, разумно, без идеализации. То есть, да, вы можете входить в состояние вот вдохновения, каких-то инсайтов, да, возвышенных вот этих вот энергий. Вот, но идеализировать здесь не надо, ни человека, ни ситуацию, это вот прям не нужно, потому что есть какие-то крупицы такого, что вот что-то придуманное, наносное. То есть здесь должен быть полный расчет. Ну, такое ощущение, что, может быть, о чем-то фантазируете здесь. Что еще влияет на вас сегодня? Королева кубков, да, вот какие-то состояния такие, как будто бы в долгое время себе не разрешали помечтать. И вот сейчас это как-то произошло, ну, непроизвольно, что ли,
То есть спал какой-то контроль, и вы позволяете себе как-то эмоционировать, что ли, не знаю. Здесь разные состояния идут, да, с одной стороны, что-то такого возвышенного полета, легкости, да, мечтания, с другой стороны, вот какое-то уныние, потом надо о чем-то подумать, поразмышлять, да, как-то составить какой-то план, то есть, ну, понять, определиться в своих дальнейших действиях, то есть опять-таки мысли, потом не хочу думать, а вот идут какие-то воспоминания из прошлого. Здесь разные состояния в течение дня меняются. Так, а потом вы понимаете, что надо брать какую-то ответственность, да, надо как-то укрепить свои позиции. Здесь ощущение того, что с одной стороны вы думаете, как же мне подойти к данной ситуации, да, использовать свою интуицию, свои эмоции, переживания, да, как-то вот интуитивно, может быть, пойти. Либо наоборот, надо все просчитать и пойти разумным путем, да, то есть не обращать внимания на состояние, на эмоции, на переживания какие-то, да, не прислушиваться к своей интуиции. То есть здесь как качает вас очень хорошо, да, то есть только вы начинаете о чем-то мечтать, а потом вроде бы то ли управляете этим процессом, да, включается какая-то логика, вы говорите, нет, не надо, давай лучше конкретно посмотрим по существу, практично, чтобы потом не разочаровываться. Потом опять все равно как-то вот у вас здесь ощущение того, что у вас есть недостаток ресурсов, то есть недостаток ресурсов не в контексте денег, а в контексте состояния, то есть вот вам как будто бы хочется окунуться в какие-то эмоции. Причем эмоции такие, знаете, легкие и немножечко лунного порядка, да, то есть вот что-то такое мистическое, что-то такое туманное, да, когда вот прям идет как видоизмененное состояние, да, как затуманивание рассудка, вот чтобы я не думала. А потом вот то ли страх есть, то ли что-то, и вот вы захлопываетесь, и нет, говорите, нет, будем мыслить логически. Потом опять вот здесь чувство, что вот вам вот этих энергий, да, представлений, состояний, вот немножечко туманности, вам здесь не хватает. Вот как, может быть, присутствуют какие-то проблемы, связанные с головой, то есть потому что такое ощущение, что вот либо голова кружится, да, либо вот какая-то туманность присутствует, либо очень яркий свет и хочется щуриться, да, то вот здесь разные какие-то такие состояния. Но я не могу сказать, что здесь вот прям конфронтация сильная, да, что вот прям одно противоречит другому. Нет. Здесь как-то вот переход идет от одного состояния к другому, да, с одной стороны я хочу это все проживать, чувствовать, вот мне прям нравится, а потом я понимаю как будто бы, что опять меня куда-то понесло в мои старые сценарии, и вы себя возвращаете обратно. Либо наоборот есть ощущение, что вот я погружаюсь в болото, и вы себя за волосы вытаскиваете, говорите, нет, мы не будем туда, мы там были когда-то, да, там долго, потом выходите из этой луны, я не хочу. Поэтому, ну вот здесь какие-то такие состояние на вас влияет, то есть вы сами на себя влияете. Что еще влияет на вас сегодня? Ну, мысли, ваши мысли какие-то. Такое ощущение, что вот эти 4 аркана, они указывают больше как о профессиональной, что ли, сфере. А вот эти 2 аркана, они как будто бы показывают мыслительные процессы, но как-то, не знаю, более философского, что ли, направления. То есть после вот этих состояний вы как будто бы себе говорите, хорошо, окей, какой результат, да, какое решение я должна либо должен принять, то есть какие выводы я должен сделать вот из того, что вот в этом состоянии я нахожусь. И вы как будто бы должны прийти к состоянию веры, то есть что-то поверить, либо вера как будто бы будет вести вас, либо какие-то вот благодетели, то есть понимание для себя, соответствие с какой стратегией, да, я буду двигаться вперед. И вот что-то здесь вы выбираете, ну, определяетесь, да, дальнейший путь, вот куда я буду направлять свою энергию. То есть получается, что полдня где-то
может, чуть больше, да, вот вы находитесь вот в этих состояниях, они не разные, они вот как будто, вы знаете, как перескакиваете, да, то есть вроде бы погружаетесь так глубоко в себя, в состояние, воспоминания, ощущения, потом гоп, и очень резко перешли, как я не знаю, как задремал человек, и кто-то к нему прикоснулся, и он вздрогнул от того, что испугался, а испугался, потому что спал достаточно поверхностно, не глубоко, да, вот это вот пограничное состояние. И к нему только прикоснулись, даже ничего не сказали. И он уже пробудился и как-то вот вздрогнул. И потом опять, да, как-то вот как задремал и опять пробудил. Вот здесь вот такое состояние. В конечном итоге вы понимаете, что ну вот это вот какие-то такие переходы от одного состояния к другому, они ни к чему хорошему не приведут. Надо принимать решение. Принимаю решение, что буду двигаться правильно. Вот это вот правильно у каждого, да, оно идет в соответствии с его мировосприятием, вот то, во что он верит. А вообще здесь причина заключается в какой-то новизне. Может быть, здесь еще даже ощущение того, что человек не хочет ошибиться, не хочет быть глупцом, поэтому вот для него вера его, именно вера в то, что я поступаю правильно, то, что мои мысли правильные, верные, и я нигде не ошибаюсь, они важны. То ли здесь боимся показаться глупыми, то ли привыкли действовать как-то непредсказуемо, что ли, как-то вот внезапно, а тут вдруг неожиданно хочется как-то по-другому. Да, здесь про движение, то есть вы размышляете о том, куда вы дальше будете вообще двигаться по жизни. Возможно, думаете о том, что необходимы перемены вам для того, чтобы прийти к десятке кубков, да, чтобы вот как-то наполниться. То есть вы себе как будто говорите, то ли моя жизнь стала слишком какой-то вот безэмоциональной, сухой, хочется каких-то новых впечатлений. Здесь нету адреналина, но здесь просто хочется такое ощущение, что земля сухая, и вот хочется набрать ведро воды и вот прям просто полить на нее, чтобы она перестала трескаться, увлажнилась, да, и стала опять-таки плодородной. Вот вам вот этой вот воды, вот этих состояний, вам здесь не хватает вот этой десятки кубков, и вот вы думаете, возможно, куда, на что направить свою энергию, чтобы изменить эту ситуацию. Здесь не хватает ресурсов, причем таких, знаете, энергии, именно чистоты, не знаю, то ли очиститься хотите, то ли понимаете, то ли, как, знаете, как избавиться от каких-то неприятных, возможно, воспоминаний. Но здесь однозначно от каких-то состояний эмоций вы хотите отказаться. Потому что вы понимаете, что они уже не нужны. Может быть, у кого-то есть понимание того, что от того, что я там, не знаю, переживаю волну, и толку никакого нет. Да? Надо научиться как-то по-другому воспринимать, либо реагировать. Здесь как пересмотр своего восприятия идет. Да. У нас 7 кубков и выпало. Много фантазий, мечт. О чем вы тут мечтаете? Ну вот башня, да, хочу разрушить. Что вы хотите тут разрушить? Вы перемен хотите. Что вы хотите разрушить? Состояние, когда вы много говорите о своих каких-то идеях и не действуете. Хотите разрушить вот это состояние, когда я что-то жду, чего-то ожидаю у моря погоды и опять же таки, не двигаюсь вперед. Да, вот аркан колесницы. Хочется уже стать другим человеком, да. Каким конкретно? Человеком действий. Вот вам... Это вы так думаете. Но могу сказать, что вот так как выпали арканы, да, здесь в поле идет информация о том, что вы не готовы сейчас к действиям. Вы их не хотите. Хотя вы можете думать и продумывать как-то на перспективу, куда я смогу двигаться, куда направлю свои энергии. Хорошо было бы, да, там что-то изменить в своей жизни, как-то поменять. Но
Нет у вас энергии сейчас на какие-либо действия вперед, на движение вперед. И вот вы можете даже как-то себя отдергивать здесь, потому что здесь не наказываю, а именно отдергиваю, да, в плане того, что, ну, ты как-то вот засиделся, да, но вы понимаете, что нету сил встать. Это когда приходишь с работы, очень сильно устал, вот сидишь, ты понимаешь, что, допустим, не знаю, надо встать, снять хотя бы обувь, а сил нету. Но вы понимаете, что рано или поздно-то я это сделаю. Но вот сейчас не могу. Вот здесь какая-то такая, какое-то такое состояние, это не беспомощность, а это состояние недостатка энергии. И поэтому о чем бы вы сейчас не думали, как бы правильно вы тут не планировали, не анализировали, не говорили себе, что вот, я поняла, у меня есть какие-то сценарии, вот, я поняла, в чем причинно-следственные связи, там, не знаю, что я все время какой-то ждун и так далее. То есть вот чтобы, поэтому здесь король кубков и есть, да, что бы вы здесь себе сейчас не придумали, о чем бы вы ни говорили, вы сейчас двигаться все равно не сможете дальше. У вас нету на этого, да, должны произойти перемены, колесо фортуны. Какой-то цикл должен закончиться, и вы должны как-то восстановиться. Это будет естественный процесс. Поэтому я сказала, что вам воды не хватает для земли, не хватает наполниться. Вот вы должны будете наполниться энергией, и потом вот ситуация, она изменится, не сейчас. Не сейчас. Какую сторону? Да, в сторону того, что вы примете решение какое-то, не знаю, действовать, либо еще что-то, в сторону принятия решения. Угу. Как-то победить внутри себя сомнения, да, поставить цель и двигаться. Поэтому что сейчас на вас влияет? Умеренность. Да? Хочу поспать, хочу отдохнуть, хочу восстановиться, хочу на массаж, хочу на рейки, хочу на иглоукалывание. Вот, что-то такое. То есть, не знаю, может быть, время, в которое вы смотрите расклад, оно такое сонное. Вот у меня идет вот прям засыпание. Вот это состояние, оно на вас влияет сейчас. Окей, позвольте себе побыть в этом состоянии. Потому что ничего не вечно, и колесо фортуны, оно закрутится в сторону того, когда вам надо будет принимать решения, ставить цели, двигаться, бороться, сражаться. Но это вот как будто бы потом. А сейчас надо просто поспать и отдохнуть. Поэтому я говорю вот такое. А может быть у вас, знаете, такое ощущение, как будто бы человек где-то работает на дежурстве, да, какое-то ночное дежурство. То есть днем поработал, а еще и ночное дежурство. Как медики остаются. И вот ты понимаешь, что ты дежуришь, а сейчас пока тишина. Вот пока тишина тебе, ну, то есть действий нету, тебя в сон клонит. И вы себе говорите, ну вот я вот вздремну, да, и как только там, я не знаю, скорая приедет, либо еще что-то, вот вы меня разбудите. И при этом сказать, что вот вы спокойно можете спать, нет, да, то есть так вот в полглаза, типа я тут, но меня и нет. Вот какая-то такая здесь энергия идет. Вот, это была третья позиция. Благодарю вас за ваши лайки и комментарии, а также за то, что записываетесь на новую услугу «Разговор со смыслом». Мне очень нравится. Я получаю кучу удовольствия от самого процесса. Неважно, какую тему мы разбираем, вот, на какую тему мы беседуем. Мне эта услуга очень-очень нравится. И, конечно же, жду вас на выходные, на блиц-консультации. Приходите, всегда с вами на связи. Имейте в виду, что если кто-то хочет быстро со мной связаться, да, в основном я в телеграм-канале. То есть на почту я очень редко захожу, вот, и могу не увидеть ваше сообщение. А вот в телеграме я его сразу вижу. Так, прощаюсь с вами. Всем прекрасного отдыха. Поспите, отдохните, если погодные условия позволяют. Ну, я имею в виду, если у вас нет такой жары, как у нас. Вот, когда спать ночью не получается. Вот, наполняйтесь энергией. Мне что-то говорит о том, что, может быть, кому-то нужно ходить, гулять ночью под звездным небом. Вот я не знаю, для кого эта информация мне сейчас пришла, но кому-то она идет как подсказка. Прям, знаете, вот под звездами ходить
и может протянуть руки к звездам, что вот здесь вот как-то звездные энергии именно холодной какой-то энергии, не огненной, а именно холодной и высокочастотной энергии не хватает. То есть если это свет, то это свет не желтый, он какой-то белый, вот именно холодный свет. Поэтому я и сказала, что прогулки под звездами и вот наполняться этой энергией. Для кого-то это очень-очень важно. Так, прощаюсь с вами. Всем пока-пока.